Всем доброго раннего утра. Честно говоря, устала я, конечно, снимать и рассказывать, показывать. Это же не просто снимать. Это трата энергии. Ну и слова очень сильные, они не просто так произносятся. Они забирают огромную силу. Но в любом случае, раз уж начала я сегодня, все же досниму все работы, которые хотела. И тогда пойду отдохну. Итак, я дарила вам работы всякие, и с старинными монетами в том числе. Объясняла их значение и то, что они обладают огромной энергией, силой, поскольку из рук в руки переходили за много веков. Это у нас Зена храпит, еще раз говорю, что на всякий случай. Ой, проснулась бедная, извиняюсь. Извини, Пусик, спи. Упала из рук. И поскольку носители не только энергии людей, которые обладали этой монетой, но и, собственно говоря, своей хозяйки, той властительницы, в честь которой начеканена эта монета. В этом ритуале вам будет нужно найти монету с изображением наших российских государинь. Да, иные, к сожалению, здесь не подойдут. Но при желании можно их найти, можно заказать, но настоящие. Естественно, настоящие монеты. Это монета Елизаветы Петровны, времен Елизаветы. Но уже потертые, старые и настоящие. Медная монета, видите? Решила сегодня провести с монетой Елизаветы. Почему она потертая? Потому что из рук в руки переходила, естественно, за долгое время. И вообще эти монеты всегда были в обиходе. С приходом нового императора, правителя, их не убирали. Они действовали, просто чеканили уже с изображением нового правителя. Так что они, прежде чем стать антикварным товаром, да, были вполне в обиходе денежная система. Нужно заказать такую монету, начитать, время от времени начитывать 6 раз на эту монету и носить значит, мешочек. Сейчас покажу, куда она делась-то. В черном мешочке или в красном, или в бордовом. Ну, то есть красный или черный, темный цвет. Носить с собой можно хранить дома. Если вы больше дома работаете или ваша работа связана с тем, что вы дома выполняете заказы, то вы можете носить, то есть хранить эту монету дома. Немного усталость сказывается, но я надеюсь на ваше понимание. Итак, читать нужно на монету 6 раз. Я прочитаю, наверное, 2 раза достаточно. Вы, по сути, перетягиваете к себе, перетягиваете счастливую долю. Если не царскую прямо долю, то в любом случае энергию той роскоши и богатства, в котором обитали наши царицы. Понимаете, у кого-то срабатывает один ритуал, то есть сразу же, да, у кого-то несколько нужно провести. Но я говорила и повторяюсь, денежная энергия очень капризна. И время от времени вам нужно будет начитывать, проводить, брать
вот предметы-посредники, это тоже предмет-посредник, монета-посредник между вами и энергией той царицы, ведь начеканено при ней, значит, в ней запечатлилось время, то время, в котором она была. Представьте, сколько рук, да, из рук в руки переходила эта монета, как денежная система, да, ей платили, покупали, продавали и так далее. И поэтому, естественно, она сохранила, зафиксировала это время, ее царское время. И вы с ее энергией, энергией не ушедшего, а энергией ее царственного времени, потому что это не предмет умершего человека, это атрибут власти когда-то, некогда правителя. Вы притягиваете и закрепляете за собой определенную энергию, роскоши, силы, славы той самой правительницы, при которой это было начеканено. Итак, 6 раз нужно читать. Время от времени. Можете повторять, знаете, раз в неделю читать. Чем больше вы будете делать такие работы, тем больше вероятности, что у вас, собственно, будет удачная жизнь, потому что вы все время вот этот тонкий мир подстраиваете под себя. Привыкайте к денежным энергиям, а денежные энергии привыкают к вам. Итак, читать нужно 6 раз. Великая царица, государиня-матушка, ты жила в почете да в славе, в мехах да шелках, в каменьях, в каменных палатах, вся в жемчуга да в алмазы облачалась. Все тебя величали, все тебе кланялись, боялись да почитали. Дары тебе носили, тебя до небес превозносили. Жила ты величавая, в могуществе и славе. Низко тебе кланяюсь и прошу и заклинаю. Пусть будет так, как я прошу и желаю. Через царицыну монету призываю я к себе долю богатую, судьбу удачную, славу и силу. Царицына монета, подари мне царское житье. Как царица на Руси жила в богатстве и в славе, так и мне быть богатой, славной, с удачей обрученной, среди людей, заметной, с доброй славой, с полными сундуками, с деньгами и дарами. Заклято. Некоторые слова повторяются, и это правильно. Здесь нужно их повторять, потому что вы закрепляете за собой, то есть призываете именно те понимания, понятия, да, те термины, которые вам в данный момент нужны. Итак, еще раз. Великая царица, государиня-матушка, ты жила в почете да в славе, в мехах да в шелках, в каменных палатах, вся в жемчуга да алмазы облачалась. Все тебя величали, все тебе кланялись, боялись да почитали. Дары тебе носили, тебя до небес превозносили. Жила ты величавая в могуществе и славе. Низко тебе кланяюсь и прошу и заклинаю. Пусть будет так, как я прошу и желаю. Через царицыну монету призываю я к себе долю богатую, судьбу удачную, славу и силу. Царицына монета, подари мне царское житье. Как царица на Руси жила в богатстве и в славе, так и мне быть богатой, славной, с удачей обрученной, среди людей заметной, с доброй славой и с полными сундуками, с деньгами и дарами. Заклинаю. Проведите, и результат не заставит себя ждать, как всегда и как обычно. Всем удачи!